Я не пытаюсь играть в клоуна, но я и есть клоун. Я как Жиголо, мне нужно выйти и за первые 3-4 минуты обаять всех. Полный зал. И неважно, что там произошло, может, кто-то из семьи, родственник умер в этот день, а тебе все равно надо выходить и смешить. Люди, которые купили билеты, в этом не виноваты. И это твоя ответственность перед ними. Каждый раз выходить, абстрагируясь от внешнего мира и делать все. Здесь сейчас смешно. Это не я выбрал быть клоуном, а он выбрал быть мной. Я Анатолий Акулов, клоун-эксцентрик. Дубль первый, кадр первый, да? Окей. В 13 лет, я помню, прошел мимо площади с дядей за руку и увидел, как люди там просто на ногах прыгают, как на пружинах. Я думал, это как вообще, это что? И я говорю, запиши меня в эту студию, я очень хочу. Но я всю жизнь хотел летать. Прыгать на подкидной доске, летать там. Ну, при всем исполнении разных жанров всегда говорили, что я немножко комичный. И как-то вот со временем потихонечку я трансформировался в клоуна. Клоун-эксцентрик — это клоун-трюкач, клоун-акробат. Вообще есть в цирке два понятия — клоун и коверный, да. Клоун — это, допустим, Олег Попов, когда вот он делал репризу с проволокой, то есть никто не имел права выставлять реквизит во время исполнения этого номера. А коверный — это человек, который при ковре и заполняет ту паузу во время представления, чтобы зритель немножко отвлекся и не уделял большого внимания на то, как люди там униформа убирают или расставляют реквизит для следующего номера. Клоун — это душа программы, это связующая ниточка такая, да, которая прошивает сквозь все шоу. Ты первый приходишь на работу, и ты уходишь последний. Я знаю посекундно, как идет любая программа на слух. Переодеваясь, да, с одного костюма в другой, заряжаясь на следующий номер, я знаю, что идет в данный момент, и даже какой трюк происходит на манеже. Что-то идет не так, оп, у тебя первый звонок, что ты уже должен туда раз и сделать так, чтобы публика, которая к тебе пришла получить удовольствие, да, вот это быстрое, яркое удовольствие, не должна заметить, что что-то идет не так. И это твоя тоже работа. Если говорить, что она только для детей, ну, это абсолютно ложь. Если я буду ориентироваться только на детей, представляешь, и где-то 30% в зале сидит. 30-35 в зале. Из них в юморе понимающего остается еще 15%. Просто кто такие взрослые? Это те же дети, только с комплексами. Понимаешь? И чем старше мы становимся, тем больше комплексами обрастаем. Вот и все. А на эти 2,5-3 часа я хочу, чтобы они вот про это все забыли и такие раз, знаешь, вот, что произошло в ботике. И вот это моя задача. Взрослые для меня, допустим, это первостепенно. Ну, это смело вообще, это такое на грани у меня, конечно. Но почему нет? Вызывать человека из зала — это каждый раз новое приключение. Поначалу я каких-то подсадных своих ставил, потому что, ну, волнение, и твой результат должен быть все-таки всегда оправданный. Но потом со временем мне стало скучно, я знаю, что от него ожидать. А ты смотришь, неплохой чувак, ржет, улыбается, вечно пальцем тыкает, понимаешь, вот так сидит, смотри, давай, за тобой. А ты в этот момент за кулисками немножко раз уже приглядываешь, неплохо, раз, два, три, четыре, так, сюда не ходить, этого не трогать, и ты как сканером уже прозондировал весь зал, понимаешь. Твоя задача в первые 5 секунд дать ему понять, что я не пытаюсь над ним смеяться, я хочу сделать из него супергероя, это моя задача, я хочу, чтобы ты получил вот прямо здесь и сейчас, за ближайшие 3 минуты, столько удовольствия, которое в жизни никогда не получишь. Я люблю отцов с 2 дочерьми. Для своих девочек он 100% будет супергероем. Он весь вдохновленный, и он понимает, что сейчас ударить в грязь лицом его нельзя, и вот он, понимаешь, начинает прямо активно играть. Супер! Сегодня супер зал! Сегодня супер эмоции вообще. Фух, обалдеть! Попался сегодня мужичок, а у него у каждого своя пластика, и поэтому эта реприза получается каждый раз другая. И в этом весь прикол. Я сам люблю поржать, поэтому... Какая реприза твоя самая любимая? Апельсины, я не знаю, за столько времени. Она работает везде. Я на вилку, которая стоит во рту, ловил апельсин, который кидает человек из зала. А тебе кидают с ряда 22-го. Издалека. Это порядка там 15-18 метров, понимаешь? Апельсины вообще на первых порах мне люди говорят, что это за бред, ловить апельсины, это же вообще не смешно. Но она еще любимая потому, что столько с ней связано ударов по лицу, что
как в драке, просто в нос прилетает, вот прям шнобель. Вниз прилетает, или чуть в глаз бывает. Ты понимаешь, лучше ловить этот апельсин, я тебе скажу. Сейчас тебе одну штукенцию покажу. Это вот такая штука, которая защищает мои зубы. Ну, отсюда у меня и прозвище акула, клоун акула появилось из-за моей очаровательной голливудской улыбки, которая видно даже с самого крайнего ряда. Ну, это мой образ. Зубастый образ клоуна акулы. И вот иногда я беру с собой на дальние поездки, да, там переезд из одного города в другой, вот ее с собой. Если меня ВСник останавливает, то есть он меня останавливает, я одеваю кагу, и как бы на полном серьезе, а причина остановки. И знаешь, там нормально сидишь, разговариваешь, документы ваши. Он на тебя смотрит, у него, во-первых, шок такой, то есть он раз, и он медленно уходит, и уже возвращается с партнером, и они уже вдвоем стоят в окошко смотрят. Они уже забыли, что ты нарушил, что ты там сделал, понимаешь? Но тебе самое главное держать вот эту до конца, вот прямо до конца. Тоже ехали как-то на съемки, она была прям рано-рано утром. Это город Уфа, по-моему, доброе утро на всю Башкирию транслировался. И я еду, уже опаздываю, чуть-чуть проспал. Я с такой скоростью ломлюсь туда, и меня ДПСник останавливает, а я в таком полном состоянии, у меня вот волосы вот так, рожа помята, еще подушка, знаешь, с принтом от наволочки. И я вот в такой форме там подъезжаю, он меня тормозит, он меня смотрит: о, молодой человек, да вы пьян. Всю ночь я говорю: да какой пьян? И я из машины своей вылажу и так на крышу. Раз, и на руки такой встал, в крокодильчика спустился, он такой: ну нет, пьяный так не могут. Это я точно знаю. Причем он задался этим вопросом, наверное, а сможет или нет. Ну, то есть, как бы, раз я говорю, у меня эфир, и я с мигалками, красиво, артист, прям жик, без всяких пробок доехал. Как проходит твой рабочий день? Я всегда встаю за 10-15 минут до будильника, я не знаю, откуда это у меня. Вот, раз я сам его выключаю. Потом у меня, как правило, либо бег, либо кардио, плавание куда-нибудь, а бассейн обязательно, чтобы мышцы постоянно были расслаблены. Потом у меня идет первая репетиция, да. Потом вечером я еду обратно в цирк, занимаюсь прокачкой. То есть постоянно занимаешься своим телом, которое должно включиться просто мгновенно. Тебя разбудили 2 сальта. Ага. Дальше спать. Ты должен постоянно быть в форме, постоянной форме. А вечером я могу посвятить время семье, потому что, зачастую у тебя все 7 дней в неделю, из которых там четверг, пятница, суббота, воскресенье — это рабочие дни, которые все белые люди наоборот отдыхают, а мы немножко по-другому, потому что в те дни, когда они отдыхают, мы их развлекаем. А в остальном, труд, все больше никак. Сколько шоу бывает в день? Допустим, сейчас вот возьмем Петербург, в среднем 1-2, да, там в день. Все от сезона еще, на самом деле, зависит. Летом немножечко идет на спад, а вот начиная с октября и там пошли дальше, это самые такие урожайные, да, для цирка моменты. И, скажем, самое крутое, что я работал, это 6 шоу в день, это была Лиссабон, Португалия. И я просто даже, ты понимаешь, 4500 посадки, 2 балкона, шикарная сцена, где и Стинги, и Мадонны выступают, там трансформируется все настолько круто. И ты в течение дня, то есть я вставал в 6 утра, в 5 утра, до 6 я уже погладил, купил фруктов, там реквизит зарядил, та-та-та-та-та. Первое шоу у тебя в 9 утра. У тебя 4-5 выходов за одно шоу. То есть я помню, я заканчиваю 5-е, я бегу, заряжая реквизит, переодеваюсь в первый костюм, и я уже выхожу в следующее шоу. Разрыв просто, там, 15-минутный, за которое время ты успеваешь банан съесть, кефир выпить и полетел опять на работу. И так вот сутки ты приходишь домой 12:30, стираешь рубашки, вывешиваешь их до часа, ложишься спать, обратно, и у тебя 4 часа и по новой. То есть это период называется Крисмас. У нас самая такая урожайная, очень добытческая такая штукенция для любого артиста. Мы за 1 месяц елок Крисмасов зарабатываем, как за 3 месяца обычной работы. И это стоит того, чтобы как бы включиться и потерпеть. Что касается цены, хорошие топовые клоуны зарабатывают в среднем от $500 до 2000 за одно шоу. Все остальное, как бы то, что спросом не пользуется, уже туда, в ту сторону. Зачастую там, в той стороне, передвижные цирки возьмем, да, там
порядка там 5-6 тысяч за шоу они получают. Ну, для всех, как чемпионат мира, понимаешь, как Олимпиада, это Монте-Карло фестиваль. То есть это у нас Олимпиада. Вот как люди всю жизнь там тренируются, чтобы проплыть 50-метровку. То же самое у нас происходит на чемпионате Монте-Карло. Потом Цирк дю Солей, почему нет? Для опыта именно не только там языка, работы с какими-то крутейшими голливудскими режиссерами, а в целом с людьми, которые лучшие из лучших, да. Очень хотел бы Big Apple поработать в Нью-Йорке. Ну, есть ряд таких целей. Но это не мечта, я не скажу. Понимая уже после Никулина, что это уже не то, что недостижимо, это просто вопрос времени. Вот и все. Если бы не клоуном, кем бы ты стал? Врачом. Любимая часть работы? Снимать грим. На сегодня хватит. Самая нелюбимая часть работы? Блин, стирать рубашки, наверное, и гладить их, и носить до работы. Ненавижу. О чем мечтают все клоуны? О постоянной улыбке зрителя. Что в работе самое главное? Это обаяние. То есть без обаяния нет, ты не станешь клоуном. Ну и любить то, что ты делаешь. Какой твой трюк самый опасный? Ну, вот сейчас у меня номер с банджи. Я работаю в Петербурге, где я из 13 метров вниз головой прыгаю. Ну, правда, на резинках, но никто не видит, как я их зацепляю. И я сваливаюсь прямо с 13 метров вниз головой. Ну, самое страшное, это вот, что я делаю, это как раз вот прыжок через 50 детей, потому что ответственность большая. То есть тебе нужно быть всегда в форме, чувствовать тело и не передумывать ни в коем случае. То есть пошел, все доделывать. Ну, я это делаю трюк с большим запасом. Хочу успокоить всех детей, в будущем, которые придут ко мне. Я делаю это с огромным запасом, поэтому не страшно. Часто ли бывают травмы? Ну, я трюковой клоун, и я могу просто порваться. Ну, к примеру, вот у меня разорванный пресс. Вы хотя бы где-нибудь видели, чтобы ни у одного гимнаста там или еще нет таких вещей, как у меня. Вот первое в своем роде разорванный пресс. Никто не может поверить, что его вообще можно порвать. Тогда вот как результат. А отказаться и не работать я не могу. Ну, то есть мне не найти замену. Как можно найти в сюжете, где я стою на проволоке, клоуна, который тоже стоит на проволоке? Если их всего там по миру, может быть, человек 10, да, которые тоже на свободной проволоке стоят, и они сейчас вот в разных местах, а тебе по сюжету нужен именно этот человек. Ты не имеешь права не болеть. Я вывихнул ногу, но никто не знает, что на Цветном я больше 30 шоу отработал с лангеткой. А куда деваться? У нас все, кто попадает в цирк Никулина, поверь мне, это далеко не здоровые люди. Не только на голову, а на тело. Знаешь, как мы говорим, цирковые артисты? Если ты проснулся с утра, и у тебя ничего не болит, значит, ты мертв. Понимаешь? Все как бы просто. Я не знаю ни одного циркового артиста, у которого что-то бы не болело, или что-то было бы не порвано, или еще что-нибудь. Ну, то есть это такая профессия. Это наши, не издержки сказать, черт его знает, профессии. Может быть, оно и так. Любой цирковой артист – это же фанатик. Ну, он фанатик до корней волос. То есть это такой осознанный выбор. Ты понимаешь, издевательство над своим телом ежедневно, не понимая, где твой предел или порог. Тянуться, это же больно дико. Качаться каждый раз, когда у тебя мышцы болят, потом их разбивать и опять идти что-то делать. Выполнять какие-то сверхзадачи, сверхтрюки для своего организма. Как нестандартно стоять там на одной руке, на проволоке, когда тебя вот так колошматит. И ты падаешь, ты делаешь кувырок, тебе раздирает всю спину. Ты вот с такими вот штуками встаешь каждый раз, думаешь, нет, подожди, должно же получиться когда-нибудь. И ты вот на 1000-й раз у тебя раз, и вот чуть-чуть прокатилось, и у тебя общий. Ты такую эйфорию испытываешь. Ты просто 1000 раз падал. 1000 раз падал ради того, чтобы один раз хотя бы на поворотика, вот на проволоке на этой перекувыркнуться. И все. И потом что-то щелкает, и у тебя это получается уже с каждым разом все лучше и лучше. Сколько я уже? С 13 лет, да. Там, грубо говоря, в цирке уже 22 года. Но клоуном я работаю, сейчас не считаю, это уже пошел 12-й год. Сейчас вот сольно уже я, 7-й год. А раньше я, вот когда вот эти вот фразочки проскакивали, что ведешь себя как клоун, имя нарицательное, и я старался говорить, я акробат, я хожу
по канату, на одной руке, на голове. Все что угодно я придумал, только не говорить само слово клоун, потому что оно как бы именно нарицательно. А потом думаю, я наоборот горжусь тем, что я вот тот, кто я есть. Почему я должен этого стесняться? И я начал говорить, и с годами я начал замечать, что у людей на сегодняшний день, наоборот, отношение к клоунам. О, клоун, да, серьезно, а расскажи, а как, а что это? А что так круто? Это же, ты вышел, 5 минут подурачился, еще и деньги получил, понимаешь? Там такие вот фразочки, я говорю, а так-то, ну вообще да, ну так-то вообще да. Я очень много образов перепробовал. Кем я только не был. Я был и чубчиком. У меня, представляешь, была побритая голова, вот здесь только один чуб торчал. Я его так на мыло ставил, вот такой волной. Вот. Ну, там лейкопластырем, что побрил неудачно. Что-то с носом я работал, в очках я был, большие башмаки. А до этого был старичок такой интересный, сейчас покажу. Где-то тут у меня старая маска. Был такой дяденька с лысиной на голове. Вот такой. Чудной профессор вот такой, забавный. Но когда ты потом находишь тот образ, знаешь, что такое удачный образ для клоуна? Это тот образ, который с тобой будет взрослеть и стареть. Ну, то есть поэтапно. И тебе не надо видоизменяться. Он настолько органичен, потому что, ты понимаешь, я не пытаюсь играть в клоуна. Я есть клоун. Я там с семьей иду в магазин, я клоун. Просто на работу прихожу, лучшие костюмчики свои одеваю и иду делать любимое дело. Вот и все. Цирк — это болото, это твоя жизнь. Ну, то есть это выбор, который ты сделал когда-то, и цирк тебя не отпускает. Так или иначе, ты все равно остаешься связанным с цирком до конца. Это цирк, это наркотик, цирк — это их жизнь, цирк — это смысл жизни. И из цирка не уходят люди. Хотите быть клоуном, хорошо подумайте. Скажу так. Ну что, на сегодня все.